Всем привет! Сегодня я хочу провести обзор своих любимых произведений, но вы уже догадались, о чем пойдет речь, так как вы смотрите его именно на этом канале. Если выбирать гендерный жанр, то мне нравится не только сёдзе, мне также нравится сёдзай, юри, сёнэнай и йой. То есть я читаю все жанры. И именно о последних двух и пойдет речь. Но, честно говоря, если выбирать между ними, то мне больше нравится сёнэнай, потому что там всегда отношения развиваются медленно, герои относятся друг к другу трепетно, в общем, все очень мило и невинно. Ну, погнали! Ни в коем случае не бойтесь, это просто маска, для прикола решила взять и для большего эффекта. Эта манга называется «Наша линия жизни». Это история о том, как трудно живется людям с нетрадиционной ориентацией, как сложно им приходится проходить через все трудности, чтобы угодить социальному обществу, про расставание, про воссоединение и в конце концов про то, что счастливо можно прожить жизнь только с любимым человеком. В этом мораль этой манги. Честно, этот сюжет приближен к реальности. Я когда читала эту мангу, я не думала, что читаю просто мангу, я думала, что читаю реальную жизнь нереальных людей. И с каждой новой главой хотелось плакать, потому что, когда видишь эти цифры, понимаешь, что годы все-таки берут свое. Но и в конце концов этой прекрасной истории придет конец. Фух. Ну а теперь давайте поговорим о героях. Итак, у нас Акира и Юки, два школьника с безграничной фантазией, которые встретили друг друга на белой линии. Как говорится, встретились, подружились, полюбились. Вместе они прожили довольно счастливо, пока Акира вдруг не подумал, что он не сможет навсегда с Юки, потому что общество наседает на него, спрашивается, не женился ли он, а родители требуют, в частности мать, требует нормальной жизни с женой и детьми. Поэтому, струсив, он берет на себя инициативу и первым расстается с Юки. И это его решение привело к потере, внимание, 8 лет. Целых 8 лет. Это же свихнуться можно. Ну и решает прожить жизнь, как все. Как думаете, был он счастлив новой жизнью? Конечно, нет. Он специально не появлялся дома, а после работы вечерами спивался до самого закрытия во всяких барах. В общем, человек выбрал свою жизнь, живет счастливо. Но вскоре он осознал, что все это ему надоело, что он больше так продолжать не может, и решает извиниться перед Юки. Он сволочь, конечно. Но в этом он молодец, потому что, признав ошибку, он старается ее исправить. В конце концов, мы все люди, а не роботы, и нам свойственно ошибаться. В этом я его поддержу. Что касается рисовки, она очень чувственная и нежная. Автор прекрасно передал эмоции персонажей. Вот смотришь на них, и тоже тебе хочется смеяться. Или наоборот, залиться горькими слезами. В общем, даже если вам не нравится Юой, то я считаю, что это произведение должен прочесть каждый. Да, безусловно, тут есть постельные сцены, но вы на них вообще обращать внимание не будете, потому что в это время ваши мысли будут забиты совсем другим. Заключу тем, что эта манга действительно шедевр, такая трогательная и печальная история первой любви. Поехали дальше. Сегодня я что-то балуюсь с эффектами. Итак, как вы уже догадались, сейчас речь пойдет черно-белая. Следующая манхва, она называется «Тысяча бумажных журавлей». Это история о любви убийцы и жертвы. Только вы сейчас не подумайте, что это стокгольмский синдром. Нет, совсем нет. Убийца, он не абьюзер, а жертва не бездушная кукла, которая терпит все издевательства ради большой любви. В основе сюжета двое взрослых людей – Крейг и Дин. Крейг – молодой парень, на котором висит непомерный долг отца. Ладно бы отец был нормальным, но он тот еще козел. Бедному Крейгу приходилось терпеть все издевательства, побои, нищету, в которой они жили. И он давно бы мог убежать от такой жизни, но у него есть младший брат, о котором он заботится, он считает его единственной своей семьей.
И вот так он работает днями и ночами, чтобы выплачивать долги отца. Каждый день для него словно день сурка, ничего не меняется, пока однажды, в рождественскую ночь, он не стал свидетелем кровавого убийства. Дин – хладнокровный, жестокий убийца, который выполняет всю грязную работу, порученную ему его отцом. Для Дина внешний мир словно серая оболочка, он не видит ярких красок и красот этого мира. И вот, их взгляды встретились. Не знаю, почему-то Крейг сразу зацепил Дина, чем непонятно. Когда он узнал о его жизни, а какой долг на нем висит, он предлагает Крейгу работать на него, вместо того, чтобы избавиться от свидетеля. И так начинаются их совместные деньки. Не назвать весь сюжет банальным, потому что, во-первых, история идет о жертве и убийце, и посмотрев первую сцену их знакомств, вообще бы никогда не подумал, лично я бы никогда не подумала, что такие нежные чувства могут возникнуть между этими двумя. Дин, который прежде не знал простой любви и заботы, на самом деле очень трепетно относился к Крейгу, а Крейг же такой лучик света, который проник в серую жизнь Дина и осветил ее. Персонажи прорисованы довольно хорошо, у каждого есть своя предыстория, даже у второстепенных персонажей, за что можно похвалить автора. Назвать их отношения можно идеальными, иначе никак. В общем, советую вам почитать эту мангхву, это очень теплая и светлая история любви, вы точно не пожалеете. Следующую мангхву можно назвать психологическим триллером. Особенно любителям данного жанра настоятельно рекомендую. Да, романтика тоже присутствует, но большую часть тут играет, конечно же, сюжет. О чем эта мангхва? Два главных героя, Дайон и Хёнджин. Один раз так получилось, что после небольшого инцидента Хёнджин стал в долгу у Дайона. И он спросил его, как он может отплатить. Вместо этого Дайон приглашает его куда-нибудь поехать вместе в сочельник. Так и начинается приключение. Они попали под сильный ливень, и Дайон предложил остановиться в одном из ближайших отелей. Дайон идет забронировать номер. На ресепшене его встречает одна весьма неординарная, стрёмная личность и дает ему ключ. И вместе с тем сразу предупреждает, что бронь не подлежит возврату. Думаете, все так просто? Нет. Эта загадочная личность дает ему не один и даже не два ключа, а целых 12. Дайон посчитал это какой-то шуткой и начал уже было уходить. Эта странная личность остановила его словами: «Игра начинается». И действительно, эффектное начало, потому что перед Дайоном предстало целых 12 копий своего возлюбленного. И да, условия игры оказались реально жесткими, потому что этот стрёмный человек сказал Дайону найти своего настоящего возлюбленного, а всех фальшивок просто убить. И тут оказалось все не так просто. Все фальшивки не чувствовали себя фальшивками, у них у всех были воспоминания, были эмоции. И они все хорошо знали Дайона. И тут нашему бедному главному герою предстоит очень сложный выбор среди фальшивок найти настоящего. А сделать это было просто нереально. Согласитесь, какая трудная задачка попалась нашему герою. Ведь если он случайно убьет настоящего среди этих всех фальшивок, то уже вернуть ничего нельзя. Он сделает свой выбор, в этом вся и загвоздка. Лично у меня бы от такой игры крыша бы поехала уже давным-давно. В общем, если вы любите пощекотать себе нервишки, держать себя в напряжении до самого конца, то эта мангхва вам точно понравится. Ну и завершу тем, что эта мангхва для меня одна из лучших в жанре драма, психология и триллер. Ну и на этом я завершаю свой обзор. А вы пишите в комментариях, какие мангхвы из этого списка вы уже читали, или какие собираетесь прочесть, ну и ваши, конечно же, впечатления. И совсем скоро вас ждет сюрприз, я уверена, что большинство из вас точно его ждали. Я вам желаю хороших выходных. С любовью, ваша Камира Ки.